Приветствую, ребят, вы на канале Юра, и это последнее видео с Audi A4. Мы находимся в классическом месте, где и прощались со всеми автомобилями, так что соблюдаем традиции. Но эту машину, как никакую, вы лучше всего знаете на моем канале. Кто не смотрел, посмотрите плейлист. Также подписывайтесь на мой канал в телеге, на мой лайв-канал. В телеге вся эксклюзивная информация, все свежие новости. Эта машина у нас на видео с момента покупки. И вот до момента прощания 2 года и 1,5 месяца еще длилась эта история. Поэтому я жаловаться не буду. Причина продажи – мои личные проблемы. Я никогда не жалуюсь и деньги у подписчиков не клянчу, поэтому приходится, это вынужденная мера. Я не избавляюсь от автомобиля. Серега ее перекрасил, все хорошо, я рад. Сереге очередной раз спасибо и уже, скажем так, спасибо в последний раз насчет этой машины. В этом плане последний раз. Технически тоже все проблемы поустранялись, можно ездить, наслаждаться, и в этот момент приходится ее продавать. Если предыдущий автомобиль я продавал, потому что, надоело, надо идти дальше, они староваты, не отвечают некоторым запросам, там, и менее элементарных вещей в комплектации, то здесь вынужденная мера, и мне ни хрена не весело. Для меня проект полностью состоялся, ее можно было продавать уже и 1,5 года назад, но она мне понравилась, я оставил ее себе и катался дальше. На самом деле мне уже писало 4 салона, и я уже сразу планировал ее поставить в салон, на площадку, пускай там продается, чтобы мне не мешали и не беспокоили звонками, что когда можно подъехать. Торг сразу по телефону я это не люблю, поэтому я сразу пишу протянку текста, чтобы уже человек понимал, что, к чему и почему. На этом заканчивается судьба этой машины на моем канале. Неприятно расставаться, но надо. Но канал не заканчивается, мы продолжаем. Ну что, вот и последние, скажем так, километры надо газануть на машине. Все хорошо. Идет, мне вот нравится. Вот, рулевую рейку перебрали, тоже гарантия есть. Идет, набирает хорошо. Блин, ну кайфово на этой машине, конечно, гонять. Ну, гонять тут не получится, тут динамика 10 секунд, но в городе-то вполне хватает. И, блин, очень нравится мне, как она идет. Надо долбануть на память по любимым участкам дороги. По ходовой здесь тоже все хорошо, потому что сход-развал сделали. На неисправном ходу никто бы сход-развал не делал бы. Вот все идет нормально. Масло я поменял на 2000 километров назад, так что новому владельцу еще 5-6 тысяч можно кататься, все нормально. Шурус тогда вот поменяли, рулевая рейка, ходовая в порядке, суппорт задний левый потек поменял, тросики на ручник, задние колодки заменены, то есть новому владельцу только кататься. Потом, когда уже пробег он намотает необходимый, надо будет поменять ГРМ. Так что, в принципе, можно летать. Кстати, вот недавно у меня был такой цирковой осмотр автомобиля с представителем старшего поколения. Ну, для меня это не только стал опыт в автомобильном плане, но и в других отношениях. Но суть не в этом, как человек сказал, это не машина, это не машина, известными словами. Это может там каждый может по-своему сказать. Это машина не новая, а новая Веста стоит 12 тысяч долларов в эквиваленте. А это новая будет стоить, не это конкретно, их уже не делают, но новая А4 будет примерно 40 тысяч. Ты зачем за 40 тысяч долларов тебе это, когда есть Веста за 12? В принципе, логично. Но если так вот на эту тему порассуждать, я к этому, то есть, человек со своей вертикали, говорится, со своего положения думает, то ему уже лет под 60, но выше 50, по крайней мере, на вид. Он тоже по-своему там прав, я не буду никого обзывать, ругать, все остальное. Но я, если бы покупал за такие примерно деньги новый автомобиль, я купил бы BLG S50. Для тех, кто не понятно, это Geely Emgrand, короче. Он гораздо красивее Веста, я думаю, это вне всякого сомнения. Он более статусный, круче машина смотрится, что в салоне, что спереди, сзади, сбоку, сверху, снизу, откуда угодно, блин. И в салоне на голову выше. То есть я бы брал в любом случае BLG S50, тем более это непонятно какой Китай, привезенный из-за границы. Это реальная машина, которую, уже понимаешь, это уже бренд. И все уже признают, что Geely лучше из китайцев всех. Поэтому однозначно я купил бы такой автомобиль. Полный антикор сделал и катался бы.
Но здесь, конечно, вот, все-таки аудюхи ходовая передняя, это кайф. И здесь столько стыков, она все глотает. Сколько я здесь автомобилей тестировал, любая уже все эти стыки чувствует. Здесь все равно перед глотает. Все эти ямы, которые я проезжал, все нормалек. И неровность дороги не так ощущается, машину не ведет в сторону. Блин, вообще класс. Но с ней нам придется попрощаться. Все, пригнал на площадку. Все, Audi уже будет продаваться. Ну вот, ребят, забрал я Audi с площадки. 20 дней она простояла, я забрал, поставил я ее на второй день с тех пор, как подал свое объявление. Ну и первое, почему я туда поставил? Во-первых, самое главное, я не тороплюсь. Время пока на меня работает, и я могу подождать. Не к спеху. Если в прошлом автомобиле уже надо было конкретно деньги, чтобы решать свои проблемы, то здесь было не к спеху. И плюс я еще решил, во-вторых, получить опыт от этого. Когда я сдавал B4, искал Audi, был интересующий меня экземпляр, B4 нормально оценили, не в этом салоне, в другом салоне, то так его нормально оценили. Я ожидал меньше, но оценили так достойно. Я решил, а почему бы нет, попробуем. Вот. Я поставил 8750, но это верх рынка, но есть отдельные личности, которые 9 и 10 просят, но это уже, не будем, про это всем понятно, о чем мы говорим. Там уже за 9800, за 10200 B8 уже начинаются по стоимости. И я не питал иллюзий, что они ее продадут, потому что 8750 плюс 350 их такса, независимо какой у вас автомобиль, какой стоимости, хоть за $300, хоть за 500, за 1000, за 10, за 20, 350 их такса железно. Ну и в договоре это все прописано. И 9100 за такую B7, это самонадеянно, очень самонадеянно. Ну, думаю, пускай. Почему я на это пошел? Первое, как я уже сказал, терпит время. Второе, условия. 20 дней по-любому договор заключается. Меньше нельзя, и больше можете потом продлевать. На 20 дней у них было условие. Или ты сам едешь на машине, или ставишь на площадку. Если ты ездишь сам, ты сам ее моешь, чистишь там, сам за ней ухаживаешь, придаешь товарный вид, иными словами, да? Если ты оставляешь на площадке, как я оставил, то они моют, драют ее сами. Это я ни рубля не заплатил, ни копейки за это не заплатил. Они сами ее намыли, надраили, поставили, она стояла у них. Я сейчас, спустя 20 дней, приехал в намытую машину, а у меня уже надо было бы сделать химчистку, если честно. Забрал чисто абсолютно, сел и уехал. Я никому не заплатил ни копейки, честно слово, ребят. Второе, это уже негатив, на позитиве мы закончим. Когда я приехал забирать автомобиль, что касается цены, негатив. Говорим пока о цене. Я приехал не один, и мы зашли порознь. Сначала заходил я, потом человек. Я шел не спеша, отвлекаясь на телефон и так далее. Человек оббежал площадку под видом, что он себе ищет автомобиль. Нашел Audi, я увидел, что он возле нее стоит, и тогда я пошел в офис. Ну, 2 в одном, чтобы осмотр сделать автомобиля, где, мол, скол, еще что-нибудь, всякие такие, проверка, скажем так. Ну, все было нормально. Но самое главное, то, что оказалось, машина стоит 9100 в объявлении. Да, через 2 недели, стоял 20 дней, через 2 недели примерно я сказал, поставьте 8900. Ну, чтобы, мол, до 9 было. Мол, $200 я уступлю, то есть я 8550 получу, если она продастся. Они поставили 8900 в объявлении на сайте, все как надо. Только на площадке эта машина стоит 10350. Внимание, 10350 стоит моя машина у них во дворе, вот этом, скажем так, на базаре, образно говоря. 10350. Ну, опять же, да, я забрал полностью помытую красивую машину, ехал на ней, не заплатив, опять же, ни копейки. Отказ подписал, экземпляр у меня с собой. Что, вернее, не отказ, а акт, то, что истек договор, я за машину забираю, все. Звонил 3 дня назад. Машина стоит там в корчах. Вот. Надо выгнать сейчас полплощадки, чтобы достать Audi, блин. Звонил в пятницу. Сделал осмотр, когда меня выгнали, еще глазами прошелся. Все нормально, все как пригнал, так и, говорится, и уехал. Вот, так что сейчас буду продавать уже сам. Но опыт есть. Ну и, конечно, никому не надо говорить то, что все равно ты сталкиваешься с таким
как бы это помягче, ну, пофигистическим отношениям. То есть ты звонишь, тебе не перезванивают или перезвонят там во второй половине дня, если ты звонил в начале дня. Пишешь в любой соцсети, тебе никто не отвечает. Сейчас перезвоним, тебе не перезвонят, перезвонишь сам. Сам перезвонишь, а что вы не звоните? Начинается вот это вот. То есть такое отношение, но все равно не хочется дело иметь ни с каким салоном. Понятно, что, но вы же сами просились. Но в этой точке зрения тоже не буду кривить душой, мне выгодно, потому что в первый же день двое пишут, а как обмен, а как обмен, а я в объявлении указал, что обмена нет, только продажа. Обмен. Один за 8 приезжаю, не глядя, забираю, второй звонит за 8 приезжаю. Двое написали, приезжаю, за 8 не глядя, забираю. То есть уже 4, Двое позвонили, двое написали, как сговорились. Вот, так что сейчас буду продавать сам, ну посмотрим. Ну и, конечно, плюс, ну, на мыле хорошо. В этом плане, да, мне нравится все. Все, тут не докопаться, тут все красиво. Символично покупал, был снег, зима, декабрь. Сейчас март, но резко выпал снег. То есть купил зимой и в продажу зимой. Прощай, малышка. Заведу хоть напоследок. Заведу. Точно, надо завести последний раз. Но. Все, лайф, ребята, лайф. Ты давно менял? Что? Маску давно менял? Я ж писал, 383. Ну все, пока. Все равно подлить. Ну что, вот и ушла аудюха. 15 марта 2025 год, Audi продана. И осталось на память только от нее этот брелок от ключей. Все. И, ребят, важный момент. Машину я продал, но номера остались мои. Если вы после 15 марта 2025 года видите мою машину на моих номерах, это уже не моя машина. Это номера и машина уже нового владельца. Кстати, очень хороший парень, на 5 лет младше меня. Приехал с отцом и друг, либо двоюродный брат, я так понял, ну, родственник какой-то. Очень хорошие, приличные люди, и мне было приятно им продать машину. Продал я, как и хотел, за такую же сумму. Как вы помните, я изначально поставил сумму офигенную, потом потиху снижался, и в итоге я максимально к ней приблизился. И когда я максимально вот к ней приближался, как раз потеплело, солнце пошло уже под плюс 10, поднялась температура, уже мороза нету, все как с цепи сорвались, начали искать. Были клоуны, я прикалывался и с перекупами, всякие там писали нелепости, я также и отвечал с юмором, на позитиве. Я знал, что машина уйдет, все будет хорошо. И самое главное, что приехали хорошие люди, культурные, вежливые, образованные, с ним было очень интересно разговаривать. И ну просто позитив и тепло их излучает, и поэтому я был рад продать им свою машину. Потому что, ну, вы можете сказать, какая тебе нафиг разница, тебе деньги дали, все, вали. Это уже не твоя машина. Да, но, блин, я в эту машину тоже и душу вкладывал, и мне ее пришлось продать, а не я захотел ее продать. Пришлось. Поэтому я хотел, чтобы в заботливые руки машинка попала, как и все мои предыдущие. Поэтому удачи тебе, Никит, все будет хорошо. А теперь, как многие спрашивали, мне в личке писали и на ютубе, в комментах под некоторыми видео, зачем продаю. Дело в том, что, ну, немного раскрою карты, я заканчивал строительный факультет. И все, что касается недвижимости, мне не безразлично. И мне нужна была определенная сумма для некоторых целей. И эту сумму мне никак не найти, если только нужно что-то продавать. Passat я не знаю, я не продам это. Я о ней мечтал, и она стоит в столе, до сих пор она сейчас в гараже стоит. Так, выезжает иногда в хорошую погоду, насладиться хорошей погодой и красивым городом нашим. Все, это весь его маршрут. Поэтому Passat нет. Mitsubishi тоже всем понравился. Ну, выбор полный Audi. Вы можете сказать, продал бы буханку, гольф, там все остальное, вот эти менее известные герои канала, но этого бы не хватило. Поэтому выбор полный Audi. Но ничего, не надо жалеть. Пускай лучше повезет новому владельцу, не надо, все хорошо. И забегая вперед, хочу сказать, я уже привез один проект на днях. Позже вы о нем узнаете. И сейчас я пойду еще один посмотрю. Возможно, у нас будет 2 героя на канале.
Потому что с продажи Audi я взял часть денег и отдал на то дело, которое необходимо. Но некоторая часть у меня осталась. И за эту часть я взял тоже максимально бюджетный проект. Но интересно покопаться. Новая игрушка. И, возможно, я сейчас куплю еще одну. Сейчас пойду посмотрю. Если она меня устроит, видимо, гольф, мы на нее и обменяем. А так, каждый день я уже на ней. Ежедневно. Он мне нравится. Вы уже видели видео по нем. Все с ним хорошо и классно. А, кстати, надо его на лето переобуть. Но, видимо, и займусь в ближайшее время. Если вам интересны какие-то новости свежие, то подписывайтесь обязательно на канал в телеге. Там вся эксклюзивная информация. Все свежее выходит в первую очередь там. Так что подписывайтесь в телегу. Если вам интересны какие-то там мелкие ремонты, осмотры автомобилей подписчикам, что я делаю, подписывайтесь обязательно на лайв-канал. Все выходит там. А на этом все. Мы будем помнить Audi. Все с ней хорошо. Пускай служит верой и правдой новым владельцам. Они достойные люди и очень приличные. До новых встреч!